Всем доброго дня, доброго вечера. Сейчас на улице очень классная погода. Вечером был дождь у нас. И у меня появилась мысль, в общем, наверное, дождь повлиял на меня. Вообще, я хотела поделиться правилами гостеприимства, которые я увидела здесь, на Филиппинах, и я хотела поделиться правилами гостеприимства в Беларуси. Это очень интересная тема для меня, и я думаю, для многих. Это чисто мое будет такое маленькое, совсем маленькое мнение. Такая тема, ну, для меня она прям очень интересна, потому что, например, Беларусь и Филиппины это вообще совсем все по-разному. Поэтому приехала я сюда на Филиппины, и я постоянно привыкаю, к чему-то учусь, адаптируюсь, да, потому что, ну, совсем другая страна, другие люди. И это чисто мое маленькое мнение, о чем я хотела бы поделиться, рассказать. И я знаю, что меня смотрят больше процентов из Филиппин, поэтому мне тоже будет интересно почитать ваше мнение, почитать ваши комментарии, как вообще ваша реакция на то, что я сейчас буду говорить. Это такое, не хочу, чтобы многие знакомые, у которых я была в гостях, которые меня смотрят, что-то подумали. Понятно, что в Беларуси я родилась и выросла. Это моя страна, Беларусь, где я росла на протяжении многих лет. Здесь, на Филиппинах, я всего 2 месяца, и я узнаю культуру, я узнаю какие-то моменты жизни на Филиппинах. И у меня есть сравнение, как 50 на 50, есть сравнение, что вообще делается в Беларуси, а что на Филиппинах, и вообще как происходит, как можно сказать, я не могу даже сказать, правильно это или неправильно, это просто то, что я вижу, я с этим хочу поделиться. Прямо сейчас то, что я знаю. Телефон чуть не упал. Я очень многословна прямо сейчас. Это для меня тема будет актуальна постоянно, потому что за 2 месяца невозможно все узнать. Для меня, как я сказала, 50 на 50 сравнение сейчас жизни на Филиппинах. Про то, что я хочу сказать, это этикет гостеприимства. Я расскажу сначала о Беларуси, потом буду рассказывать, как проходит гостеприимство на Филиппинах. И напомню, что это чисто мое мнение, с которым я буду делиться. Так вот, в Беларуси гостеприимство, как вообще происходит, когда ты хочешь приехать к кому-то в гости, ты обязательно согласовываешь. Не совсем хорошее, либо наоборот очень хорошее. Это чисто мое мнение, которым я хотела бы поделиться. Я очень люблю делиться тем, что меня впечатляет, то, что от чего я постоянно шокирована, либо наоборот очень радостно, либо грустно. Поэтому для меня очень важно постоянно делиться своими эмоциями. Эмоции у меня есть, и я уже предыдущее сказала, бывают разные эмоции. Извините, что я вышла на балкон, громко что-то. Молодежь бегает. Так вот, первое, что я хочу поделиться, это этикет. Этикет на Филиппинах и этикет Беларуси.
Первое – это дата, время, чтобы всем было комфортно, удобно. Когда ты едешь в гости, ты обязательно должен привезти какой-то небольшой подарок. Неважно, что это будет еда какая-то, гостиница, либо что-то, подарок, предмет какой-то, либо еще что-то. Но все равно, когда ты даришь подарки, всегда думаешь, это нужно человеку, там пригодится или нет, либо ты хорошо знаешь человека, ты уже знаешь, что ему лучше подарить. Вот, и это всегда заранее все подготавливается, например. И когда ты, например, едешь в гости, ты всегда ты не должен приезжать с пустыми руками, ты обязательно должен что-то привезти и подарить. Так вот, во время того, как ты хочешь приехать кому-то в гости, в гости, этот хозяин дома должен подготовить стол, ну, либо небольшой там тортик какой-то, либо приготовить что-то покушать. Могут также, например, спросить у приезжающих, что вы хотите там покушать, что вам приготовить, вот, и они тогда, например, подготовят стол. Например, либо даже те же самые конфеты с чаем, но они будут ждать вас до тех пор, пока вы не приедете. То есть стол будет, например, полностью накрыт, и вас будут ждать, чтобы все было красиво, чисто, подготовлено. Именно вот такое гостеприимство, чтобы было, когда человек зашел, было приятно, все убрано, стол там накрытый, все аккуратно, никто пока еще не садится за стол, не кушает, а когда гость приехал, подарил подарки, и тогда все вместе только садятся за стол, начинают там кушать, и общаться, разговаривать. Вот, это вот такое гостеприимство в Беларуси. Тоже, например, если что-то ты, например, не хочешь это кушать, то тебя никто не будет заставлять, потому что всегда люди знают и думают о том, что, ну, не буду там расспрашивать, почему и так далее. Может быть, у человека аллергия, поэтому хочет кушать, не хочет, оставят его в покое, и все, ну, пусть возьмет, что захочет. И также, например, после, например, плотной еды, тогда уже десерт, либо тортик какой-то, вот, подается. И, например, если алкогольные какие-то напитки, то тоже, например, не всегда, например, если человек не пьет, то он может спокойно сказать, что я не буду. Типа он будет пить, например, какой-то сладкий напиток, либо водичку можно пить. Никто на тебя там косо смотреть не будет, что ой, ты не пьешь алкоголь, вот так вот. Нет. Нет, значит нет, типа окей, хорошо. Здоровый образ жизни, это очень круто. И ну вот такие какие-то моменты я рассказала. Именно когда человек приезжает, предупреждает и должен с собой что-то привезти в гости, подарить что-то. Если есть дети, то тоже детям дарятся подарки тоже отдельно какие-то. Вот. То, например, расскажу здесь на Филиппинах. Я была уже более 10 раз в гостях. Ладно, я боюсь об этом говорить. Не буду говорить. Я боюсь об этом говорить. Это неплохо, это тоже хорошо, просто совсем по-другому. Поэтому все из Беларуси, кто меня смотрит, вы не переживайте. Я здорова. Так, это, конечно, шутка. В общем, шутка, но есть доля правды. В общем, расскажу, как вообще происходит здесь, как у меня происходило, когда я приезжала в гости. Тоже, например, это были очень-очень разные моменты, поэтому я не могу сказать, как здесь правильно и как здесь принято, потому что здесь другая культура, вот. И, например, то, что я могу сказать, когда мы приезжали в гости к Роберту домой, где он вырос, там его была, например, семья вся собралась. Первое,
когда ты приезжаешь в гости, да, Роберто созванивался, говорил, что мы приедем, но время как бы мы не оговаривали, какое именно время будет. Вот, и мы не покупали ничего, никаких гостиниц. Были моменты, когда мы приехали, мы ничего не дарили никому, мы тоже, как бы, можно сказать, с пустыми руками приехали, поприветствовали, конечно, всех. Как вообще все происходило, я буду рассказывать. Поприветствовали всех. Если есть старшее поколение, это отец и мама, например, либо какой-то дядя старший, то обязательно нужно делать такое, как называется, аминь, по-моему, когда ты должен взять, например, руку взрослого человека и прислонить к себе вот так вот. Короче, вот так вот сделать. Взрослого человека, например, это рука взрослого человека, я беру и прислоняю к колбу. Такого в Беларуси нету. Здесь, на Филиппинах, это называется уважение к старшим. Здесь делают все, учат детей с раннего возраста. И с раннего возраста и дети уже маленькие уже знают, что это уважение к старшим, а это как приветствие. Когда мы приехали, да, со всеми там поздоровались. Не знаю, это просто я другой национальности, я из Беларуси, поэтому ко мне было очень много вопросов на висайском языке. Конечно, Роберто куда-то отдалился, начал разговаривать там с отцом, братом, с которым не виделся, а я там осталась одна, сидела, и меня окружило большое, огромное количество родственников. В основном это там жена его брата, ребенок, сестра Роберто. И все хотели со мной поговорить. И я просто, можно сказать, немного даже растерялась, потому что Роберто там, например, начал разговаривать с его родными братьями, с которыми он давно не виделся. А я там сидела, например, и со мной начали разговаривать человек 10 примерно. Вот. И много вопросов. И я, конечно, не совсем знаю английский. Да, это такой момент, что у меня в Беларуси не было времени, реально не было учить английский. Я была очень занята, я работала, и у меня была тяжелая работа. Так вот, просто то, что я хочу сказать, то, что здесь я чувствовала не очень, потому что все вокруг меня собрались, и все начали меня прям в ту же минуту учить висайскому языку, потом English, потом Tagalog, и в общем в такой момент тоже начали спрашивать, сколько мне лет, хотя, например, в Беларуси не принято спрашивать, сколько лет, вот, и для меня такой вообще совсем другой контраст я почувствовала. Такой момент мне было сложновато. Еще вот когда мы приехали, например, кто-то кушал, кто-то нет, кто-то уже покушал. Ну, такой ритм был. Потом все вокруг собрались, начали спрашивать у меня, сколько мне лет. Потом начали учить меня висайскому, тагальскому. Я говорила, что я не понимаю. Все равно... Но если бы кто-то один человек говорил, то окей, но когда один, второй рядом и все это говорит, мне одной очень-очень тяжело. Но это хорошо, возможно, здесь это хорошо, но мне было очень не совсем комфортно. Когда один на один разговариваешь, можно в спокойном ритме, но когда это очень шумно, вот. Но это вообще не проблема. В принципе, если это серьезный какой-то разговор, а не просто какие-то бла-бла. Вот. Еще я хотела сказать, что потом все там веселились, как вообще проходит веселье, как проходит встреча, все начинают там веселиться, общаться, разговаривать. Далее подключается караоке, могут песни петь и общаться параллельно.
караоке, каждый передает караоке друг другу, кто хочет петь песни. В общем, так продолжается день и так далее. Что я хочу вообще сказать. Далее, когда мы приехали, пригласили покушать, и все покушали, и потом начали кто-то заниматься своими делами, кто-то, в общем, своими. Нету такого, например, как все сидят вместе за столом, нету. Могут сидеть кто-то за столом, кто-то чуть дальше на стуле, кто-то еще там на гамаке, вот, в таком плане. Вот. Гостеприимство